24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць, я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно, тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю 5 ранку. Відсьогодні у Music Cures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день. День початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава Україні! Я Аня, мне 21 год. Коренная киевлянка. Но в конце августа мы с мужем и старшим братом переехали в город Буча. На данный момент я мама в декрете, но до декрета и в мирное время я работала администратором заведения, а также параллельно училась и сейчас продолжаю учиться на 4 курсе в университете. О том, что началась война, я узнала от доктора в роддоме. Получилось так, что 23 февраля у меня поднялось давление, сильно болела голова. Я пообщалась со своим доктором, и мне сказали, что лучше обратиться в роддом, и, скорее всего, там меня оставят на пару дней под наблюдением. И вот вечером 23 февраля меня муж привез в Киев в роддом, так как я там собиралась рожать. Там меня посмотрели и все-таки оставили. Сказали, что пару дней там надо будет полежать. И вот в ночь с 23 на 24 февраля в 5:30 утра зашла доктор к нам в палату со словами: девочки, просыпаемся, собираемся, нас бомбят, скорее всего, будем спускаться в подвал. Сразу не поверили, не поняли вообще, что происходит, но потом я сама услышала все эти взрывы и поняла, что действительно началась война. Я, конечно же, первым делом позвонила мужу, потому что он находился в Буче. Хотела его предупредить о том, что я буду без связи, так как меня будут в подвал спускать. Ну и вообще, может, с ним что-то решать, как нам быть дальше. На что он мне сказал, что в Буче он тоже слышал какие-то взрывы, но не придал этому значения, потому что они были какие-то глухие. Но сказал: никакого подвала, жди меня, я приеду, я тебя заберу. Я, конечно, его отговаривала, что лучше пусть не едет, что будет спокойнее мне в больнице, потому что там я все-таки с докторами под наблюдением. Но он сказал: нет, будем вместе и все. Он приехал, забрал меня, мы решали, что нам делать дальше. У него живет бабушка в Черниговской области, вот мы хотели ехать туда, но потом все-таки мы передумали. На данный момент понимаю, что слава богу, что мы передумали, потому что их село тоже было оккупировано. Мы побыли немножко у моих родителей, решали, как нам быть дальше, что делать, куда лучше поехать. Увидели в новостях все эти пробки с машин, которые также пытались куда-то выехать. Ну и решили мы все-таки вернуться в Бучу, потому что надеялись на то, что там будет мирно, спокойно, безопасно. Думали, что Буча никому не нужна. Но как раз в этот день, когда мы вернулись, возвращались мы домой 3 часа, хотя обычно нам от родителей до нашего дома ехать 25 минут. И когда мы вернулись, через пару часов буквально начались взрывы, перестрелки, бомбили Гостомель. Так как Гостомель от нас в 7 километрах, то у нас это было слышно очень-очень хорошо. В чате дома мы прочитали о том, что наши соседи с самого утра уже находятся в подвале. Ну и мы решили вечером тоже спуститься к ним. С нами был мой старший брат, и также был наш друг семьи, который решил также не оставаться в Киеве сам, а быть с нами. Мы спустились в подвал, взяли с собой буквально по минимуму еды, воды, ну и то, на чем сидеть. Подвал у нас не рассчитан под бомбоубежище, это самый обычный подвал дома. Сложно было там находиться, и в 6 утра я попросила вернуться все-таки домой, потому что я не могла там ни спать, ни сидеть, мне было некомфортно, как морально, так и физически.
И вот в 6 утра мы вернулись домой. Я легла, немножко поспала. Я была уже на 39-й неделе. Мне действительно было сложно там находиться. И вот дома уже мы приготовили им покушать, все. И когда слышали эти взрывы все больше и больше, то муж говорит, надо, наверное, набрать побольше еды, и все-таки будем спускаться еще раз в подвал. Так мы и сделали, спустились в подвал, взяли с собой побольше еды, взяли уже с собой одеяло. Так мы пробыли 5 суток. Но находиться там 24/7 было невозможно, поэтому мы днем старались выходить на улицу, домой заходили. Ну и вот спустя 5 суток я сказала, что давай попробуем остаться дома. У нас как раз была комната, в которой не было окон. Я говорю, там будет безопаснее, потому что действительно сложно было очень находиться в этом подвале. Очень много было паникеров, которые от малейшего взрыва, звука стука сразу же бегали и сели в панику по всему подвалу. Плюс у меня очень начали болеть легкие, так как в подвале было очень много пыли и сыра. Муж меня поддержал, решили остаться. Ночью было спать невозможно. Дрожали окна, дрожали стены, от каждого взрыва открывали глаза и пытались услышать, где с какой стороны бомбят. Так мы пару дней были дома, потом все-таки еще раз решили спускаться в подвал, потому что звуки были все громче, громче. Мы понимали, что это все уже где-то рядом с нами. Плюс мы узнали, что Буча уже оккупирована русскими, что наших там уже нет военных. И муж говорит, давай все-таки спустимся в подвал. На тот момент у нас еще была хоть какая-то минимальная связь, мы могли прочитать хотя бы какие-то новости, с кем-то из родных пообщаться. Вот мы спустились в подвал, пару дней там побыли, и как раз 7-го утром, когда мы в очередной раз поднялись домой, я сказала, что, скорее всего, сегодня мы в подвал спускаться не будем. У меня было какое-то предчувствие такое, что вот-вот должны начаться роды. И я ему так и сказала, говорю, что, скорее всего, говорю, я сегодня буду рожать. Мы пробовали выехать с Бучи еще 28 февраля. Мы узнали, что какие-то ребята там хотят выезжать, и мы думали с ними вместе вот как бы нашей маленькой колонной и выехать. Но мы собрались буквально с 10 минут, выехали в их сторону, к их дому, и узнали о том, что идет колонна со стороны Немешаева в нашу сторону, в Бучу. Мы, соответственно, недолго думая, сразу же вернулись домой и поняли, что не судьба нам выехать, значит, так оно и надо, нам надо оставаться. И вот, когда мы вернулись домой, на телефон мужа поступало очень много неизвестных звонков. Мы не могли понять, что это такое, почему один за другим ему звонят. Я начала отвечать, а у меня спрашивают, что вот это вы рожаете, да, у вас там все нормально? Я говорю, нет, я не рожаю, говорю, у нас все хорошо, спасибо. И так вот каждый человек, который его набирал. Когда мы приехали уже во двор, я зашла домой, брат был на улице, и соседи к нему подходят, говорят, что там с Аней? Как, она все хорошо, у нее роды начались? Брат говорит, да нет, все нормально, она уже дома, говорит, мы пытались выехать, но у нас не получилось. Говорит, поэтому мы тут с вами, она не рожает, все нормально. Говорит, в чем проблема, что случилось? Ну, ему сказали, что везде уже по всем чатам кто-то написал, что по такому-то адресу рожает девушка на такой-то неделе, и вот номер мужа. И из-за этого начали вот мужу и звонить. И как раз вышла одна из наших соседок, уже когда я вышла на улицу, я подошла с ней пообщаться. Как оказалось, она врач-терапевт. Мы с ней поближе познакомились. Я ей рассказала всю ситуацию. Она говорит, что, конечно же, она уже ничего не помнит из университета, тому, чему ее там учили. Но, говорит, ничего страшного. Я тут, я с тобой на связи, поэтому будем рожать. Говорит, все будет хорошо. Ну и так мы и разошлись. Ну и как раз 7 числа, когда у меня вечером начались схватки, одна из соседок пошла к врачу-терапевту, Ирина Язова. И она ей говорит, что у меня начались схватки. А Ирина ей отвечает, хорошо, говорит, спасибо, что предупредили, но вот когда отойдут воды, тогда вы меня позовете. А пока, говорит, пусть отдыхает, а я буду ждать вашего звонка или когда вы придете, меня заберете. Так как связи не было у нас, то дозвониться уже никто ей не мог, поэтому пришлось ночью в комендантский час на свой страх и риск выходить,
по оккупированным этим улицам, там, где уже только одни русские были. И вот в соседний подъезд эта соседка ходила, ее звала. Это все произошло в 4 утра. И Ирина пришла с еще одной нашей соседкой. И получилась у нас такая бригада. Ирина врач-терапевт, другая соседка дизайнер и третья домохозяйка. Муж с самого начала также был со мной рядом. Но потом ему стало плохо. И он извинился, говорит: прости, но я не смогу быть тут, говорит, мне что-то не по себе. И он ушел в другую комнату. Во время схваток сильных, во время всех вот этих процессов я слышала, как разговаривает там брат в соседней комнате, как разговаривает наш друг семьи, как соседи там между собой что-то тоже разговаривают. А голос мужа не слышала, я не могла понять, что вообще происходит. Переживала, думаю, куда он вообще делся, и где, что, куда, к чему. И вот, когда начались потуги, у меня начались какие-то выделения цукровицы. Соседки начали очень переживать, пытались дозвониться каким-то докторам, словить там хоть какую-то связь. И все-таки они дозвонились одному из местных докторов, и тот сказал, что попробует приехать помочь. Но потом связи с ним не было. Мы не знали, где он и что он. Вечером уже после родов, на следующий день, пришла от него смс о том, что он пытался к нам пробраться, но его остановили русские, разбили ему телефон и вернули его обратно. Они его не пропустили. Пытался договориться с скорой помощью, но те также отказались ехать в нашу сторону, потому что Буча была оккупирована, они все боялись, что, не дай бог, кто тогда не выживет. Ну и пришлось нам справляться самим. Когда начала рождаться малышка, она была вся синяя. Соседки начали это между собой обсуждать, не знали, что делать. Она говорит, она не дышит, она не кричит, что нам с ней делать. Я лежу просто в панике, не понимаю, что делать мне. Потому что я понимаю, что у нас нет никаких ни средств, ничего для того, чтобы, если что, не дай бог, и ее спасать. И как вообще, что дальше будет. Оно просто в голове все не укладывалось. И вот, когда ее положили на меня, я сказала, что там у нас есть игрушка силиконовая, которой можно высмоктать эту всю слизь у ребеночка. Взяли эту игрушку, высмоктали эту всю слизь, начали стучать по попе, по ножкам. И буквально вот пару минут, и малышка заплакала, закричала. И тогда вместе с ней уже заплакала и я. Мои эмоции не передать словами, насколько я была счастлива, что все прошло именно так. Соседки тоже заплакали, начали кричать, радоваться. Брат буквально сразу же пошел, попытался словить связь и позвонить нашим родителям, чтобы сказать им о том, что они стали бабушкой, дедушкой. Вот, потом уже, когда дошел момент до того, как надо было перерезать пуповину, у меня спросили, что будет ли это делать папа. Я говорю, конечно, будет. Говорю, он вряд ли откажется, он, наверное, согласится. Говорю, зовите его. Ну вот брат позвал мужа, муж пришел заплаканный. Первый раз я увидела плачущего мужа. Я у него сразу же спросила, говорю, где ты был, почему я тебя не слышала. Он мне сказал, что он сидел в комнате в нашей, молился и плакал. Ну и вот ему говорят, что надо перерезать пуповину. Он, конечно же, сразу же согласился, перерезал пуповину. Потом от меня не отходил ни на минуту, сидел рядом с нами. Мне сказали лежать 2 часа и не вставать. И вот он все это время был со мной. Помогал мне, там, брал периодически малышку, держал, потому что мне сложно было лежать на одном месте и с ней еще на руках. Вот. Но мы очень хотели узнать, какой же у нас рост и вес у нашей доченьки. Назвали мы ее Алиса. У нас были детские весы, подготовленные заранее, но мы забыли проверить, как обстоят дела там с батареей. И когда начали их проверять, то оказалось, что батарейка была разряжена. Другой у нас такой же не было, поэтому пришлось выкручиваться как могли. Для того, чтобы измерить ее рост, у нас не было сантиметра, и мы брали рулетку. Ну и вот, чтобы узнать ее вес, сначала встал на весы наш папа, а потом он встал уже на ручках с нашей малышкой. И в разнице мы поняли, сколько она весит. Вес у нас был 3600.
измеряли мы ее рулеткой, и вот рост у нас был 49 сантиметров. Так как обсмотреть меня и доченьку не было возможности, потому что не было докторов, вот врач-терапевт, она так посмотрела просто, сказала, что вроде как у меня все нормально, и малышка вроде тоже все с ней хорошо, ничего она там подозрительного не видит. Ну вот как-то так на словах все обошлось. В эту ночь у нас как раз пропал же газ, и мы не могли уже ни приготовить кушать, ничего. Поэтому как раз 8 марта днем все соседи вышли, поставили мангалы и начали готовить, кушать на мангалах. Вот так вот мы и выкручивались, все переживали, как бы накормить меня. В первую очередь думали за меня и за ребенка, уже весь двор там гудел об этом. Как-то все так загруппировались. Вот я не знаю, я очень благодарна, что у нас такие соседи дружные. И пытались и продуктами, кто чем мог помочь, там все выносили, у кого что было. И так вот мы и выкручивались. Ну и 9 марта мы увидели, что наши соседи собираются, пакуют вещи в машину. Я отправила мужа, говорю, иди узнавай, что, может, у них какая-то информация есть. Они нам сказали, что да, зеленый коридор дали на 9-10 марта, можно попробовать выехать. Ну и после того, как мы посидели, сами уже порассуждали и понимали, что смысла оставаться дома у нас нет никакого, потому что нет ни электричества, ни воды, ни газа, ничего. И как нам быть с маленьким ребенком, оно просто в голове не укладывалось. Мы посидели, пообщались с нашими соседями, плюс смогли вечером связаться с этими соседями, которые выехали. Они сказали, что да, все хорошо, их везде пропустили. Были моменты там, где их задержали на блокпосту, еще там что-то. Но, слава богу, все обошлось, и они в более безопасном месте. Мы поняли, что, наверное, утром будем тоже собираться и выезжать. Ну и вот 10-го утром за час мы собрались, спаковали машины, одели на машины белые тряпки, на бумагах понаписывали дети, приклеили тоже на стекла. Собралась у нас колонна с нашего двора машины, с соседних жилых комплексов. 21 машина была. Мы были третьей машиной в этой колонне. Я не знаю, нам действительно повезло чудом то, что у нас получилось выехать, потому что когда мы ехали, мы проезжали все эти русские блокпосты, были моменты, когда стояли 2 танка на дороге, направленные дулом в нашу сторону, перекрыли дорогу. На каждом из танков где-то по человек 10 русских с автоматами. И когда мы начали к ним подъезжать, они эти автоматы подняли вверх на нашу сторону. Мы очень испугались, и в один момент они опускают эти автоматы, танки разъезжаются в разные стороны, и один нам военный начал махать рукой, что проезжайте. Слава богу, обошлось все. Мы проезжали всю эту жуть, все эти разбитые танки, эти разбитые колонны, наших мирных жителей, которые просто трупами лежали на обочинах, эти все разрушенные дома. Бучу просто было не узнать. То, какой она была, это уже была не Буча. Это было все очень жутко, страшно. Мы ехали, переживали, как бы нам нормально куда-то добраться, потому что на дороге были мины. Мы тоже старались это все объезжать, смотрели, контролировали. И вот когда мы уже выехали на первый блокпост, там, где уже были наши украинцы, мы расплакались от счастья. Они нас поздравили, что у нас получилось выехать. Мы сразу же начали обзванивать всех наших родственников, потому что все это время мы были без связи. Мы всех обзвонили, что мы выехали, что, слава богу, все хорошо, все обошлось. Вот. Но мы очень переживали, как же там с людьми, которые еще остались в Буче, что с ними, как вообще будет с домом. Выехали мы в Житомирскую область, в Бердичев. Были там 2 недели, потом 2 недели были в Ровенской области. Дальше мы уже поехали в Киев, когда узнали, что можно будет как-то пробраться в Бучу. И потом уже мы увидели видео Дмитрия Комарова с Бучи и поняли, что это он снимает возле нашего дома. И когда мы это все увидели, еще больше нам захотелось вернуться домой, посмотреть это все вживую. Слава богу, дом наш остался цел, но они немножко там помародерили у нас, разрушили то, что было. Разбили машину моего брата, так как мы выезжали только на нашей машине, потому что у брата был почти пустой бак.
и далеко бы мы на ней не уехали. Поэтому она оставалась там, они эту машину разбили, изуродовали. То, что мы увидели потом уже вживую, когда мы все-таки смогли пробраться в Бучу, это не описать словами. Когда мы проезжали по всем этим улочкам, это настолько жутко. На данный момент мы рады, что мы живы, что у нас будет куда вернуться, что дом цел, квартира есть. То, что они там у нас наворовали, то, я говорю, уже то такое, пожалуйста, говорю, пусть забирают. Вот, но сейчас мы ждем мира. Очень хочется, чтобы наша доченька росла в мирное время, чтобы она не знала, что такое война. Слава богу, нас осмотрели доктора и сказали нам, что с нами все хорошо, и со мной, и с малышкой. Она растет, вес набирает, кушает хорошо, спит хорошо. Желаю всем нам мира, побыстрее увидеться со всеми нашими родными. Ну и надеюсь, что все это скоро закончится.